Всем привет! Вы на канале Страна рецептов. Сегодня хочу поделиться с вами, как я пеку александрийские куличи. Эти куличи получаются реально сказочные, с очень насыщенным и ярким вкусом. Тесто в приготовлении очень необычное, но все по порядку. Первым делом поставлю опару. Для нее мне понадобится топленое молоко, 2 яйца, 1 желток, сахар, размягченное сливочное масло и дрожжи. Дрожжи я использую живые. В глубокую миску отправляю яйца, добавляю сахар и хорошо перемешиваю. Нужно, чтобы сахар немного растворился. И сюда же добавляю размягченное сливочное масло. Масло растапливать не надо, просто при комнатной температуре, чтобы оно постояло хотя бы часа 2. И все перемешиваю до однородного состояния. В отдельную миску вливаю топленое молоко и крошу туда дрожжи. Хорошо их перемешиваю, чтобы не было комочков. Молоко и дрожжи комнатной температуры. Дрожжи в молоке хорошо и быстро растворяются, поэтому много времени у вас это не займет. И далее соединяю молоко с масляной яичной массой. Все хорошо тщательно перемешиваю, накрываю пищевой пленкой и оставляю на столе при комнатной температуре. Опара будет подходить от 8 до 12 часов. Итак, моя опара бродила около 12 часов. Она за ночь хорошо поднялась, сейчас немножко опала. И сейчас займусь приготовлением теста. Для теста мне понадобится изюм, соль, ванилин на кончике ножа, либо ванильный экстракт и цедра одного лимона, либо апельсина. У опары была вот такая масляная толстая шапочка. Под ней происходило активное брожение. Далее в объемную глубокую миску вливаю опару. Обратите внимание, там брожение активно продолжается. Очень много пузырьков и характерное шипение. Когда я первый раз готовила эти куличи, я очень боялась, что опара перебродит и будет кислый дрожжевой запах. На самом деле запах дрожжей от опары очень и очень приятный, мягкий, ненавязчивый. И далее в опару отправляю муку, ванилин, соль и лимонную цедру. Муку обязательно нужно просеивать. Муки примерно где-то уйдет 500-600 грамм. Смотрите по своей муке и по консистенции теста. Тесто должно быть липким. Тесто сначала вымешиваю лопаткой, а затем руками. Это тесто можно вымешивать на столе, но мне удобно в этой миске. Когда вмешалась практически вся мука, добавляю изюм и продолжаю вымешивать. Вымешиваю где-то 7-10 минут. Спокойно, не торопясь. Обратите внимание, тесто продолжает быть липким. Забивать мукой его не нужно, оно и должно быть липким. Через 10 минут вымешивания тесто еще липкое, но уже не такое. Я его накрываю пищевой пленкой, ставлю в теплое место и оставляю подходить где-то 1,5-2 часа. Я ставлю миску на кастрюлю с горячей водой. Не с кипятком, а где-то градусов 50. И миска не должна касаться воды. Если дома прохладно, сверху на пленку можно накинуть полотенце. Итак, мое тесто подходило чуть более 1,5 часов. Оно очень хорошо поднялось. Сейчас я его достаю из миски и обминаю. Получилось вот такое тесто, долго обминать его не нужно. Оно продолжает быть липковатым. И аромат у теста очень приятный. Итак, давайте взвесим. Тесто получилось 400 кг. Я его решила разделить на 5 частей, на 5 формочек. Формочки в диаметре 9 см и 9 см высотой. А также можно разделить на 4 формы. Тогда куличи получатся повыше. Вообще, по-хорошему, нужно формочку заполнять наполовину. Формочки с тестом ставлю на противень, накрываю пленкой, ставлю в теплое место, также на кастрюлю с горячей водой. И оставляю подходить где-то на час, может быть чуть больше часа. Тесто должно подняться в 2 раза. И отправляю выпекать куличи при 180 градусах где-то минут 25. Затем уменьшаю до 160 и пеку еще минут 20. Прошло около 50 минут, мои куличи готовы. Если у вас начинают шапочки золотиться раньше времени, накройте их фольгой. Куличи оставляю до полного остывания. Специально сниму формочки, чтобы показать, какие получились куличики.
Конечно же, удобнее всего куличи хранить в формочках. Мои куличи остыли, теперь приготовлю глазурь. Глазурь можно приготовить любую, которую вы любите. Я сегодня буду готовить обычную глазурь на белках и сахарной пудре. Смешиваю белки с сахарной пудрой, тщательно перемешиваю и затем начинаю взбивать. Взбиваю до пены и добавляю лимонный сок. После добавления лимонного сока белковая масса становится белоснежная и глянцевая. Глазурь взбиваю до той густоты, которая мне необходима. Пока еще жидковато, взбиваю дальше. Вот сейчас глазурь получилась в самый раз. Начинаю покрывать куличи. Вы же глазурь можете сделать и более густую. Куличи можно окунать в глазурь, а можно глазурь покрывать ложкой, для того, чтобы сделать подтеки. Вот такая красота получается. Куличи должны отстояться, тем более они готовятся накануне праздника. Александрийские куличи получаются ароматные, влажные, с очень насыщенным вкусом. Они сильно отличаются от всех куличей, которые я ела. Они нереально вкусные. Обязательно попробуйте. И если вам покажется, что они готовятся очень сложно, на самом деле все очень просто. Если вам был полезен рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. А я вам желаю приятного аппетита и до новых рецептов, друзья!